Так, ребят, ну и давайте сейчас конкретно покажем, какие здесь особенности в реализации этого проекта. Именно какой здесь фундамент. Давайте с него начнем. Фундамент здесь выполнен в виде свайно-ростверкового исполнения, то есть железобетонные сваи, железобетонный ростверк и железобетонная плита перекрытия. Причем подцокольное пространство мы видим с вами, что здесь у нас идет пустота, так называемый продух. Это для того, чтобы всегда можно было осуществлять ревизию инженерных сетей и прокладывать их в той или иной последовательности. Есть такая необходимость появится в процессе эксплуатации. Многие клиенты, которые проезжают, многие люди, интересующие, которые проезжают мимо этого дома, вот обращают внимание на эти колонны. Вот такие колонны, они, кстати, и придают данному строению действительно какую-то вот фундаментальность. Все панели, как обычно, у нас отзинкованы, пройдены герметиком в стыке в теплый шов. Вот. Из особенностей этого здания и строения мы можем видеть вот такие вот оконные проемы, где в последующем будут осуществлено витражное остекление. Также вы видите вот металлическое решение. Пожалуйста. Ну и поднимаясь на второй этаж, мы с вами видим наши лестницы из сеть-панели с ЦСП. Ну и фасадные отделочные работы, чтобы у нас дом смотрелся без стыков, без швов. Обязательно крепим стабилизирующий слой, ну, в данном случае эксклюзивный полистирол того же Технониколя, заказчики уже собственными силами средствами крепят. И через сетку наносим клеевой состав, а потом уже любой вид декоративного покрытия. И вот по истечении этих полугода заказчики собственными силами и средствами сделали вот такой вот замечательный, не то что ремонт, такие вот отделочные работы фасадные произвели. Дом стал смотреться не то что гармонично, а действительно красиво. Многие в округе на него обращают внимание, он действительно выделяется. Это вообще показатель тренда сип-панельного домостроения от Вирмак. У нас вообще проекты становятся все более сложные. Уже люди выбирают нас не те, которые вынуждены и ограничены по какому-то бюджету, а именно так называемый средний класс, который считает, что это новый тренд, это действительно настоящий продукт. У меня нету времени ждать год-два на усадки, на блоки, на кирпичи, на энергоэффективность. Жизнь скоротечна, надо дом построить за 3 месяца, там за 3 сделать ремонт и в течение уже через год просто заехать и наслаждаться и жить. Ребят, давайте просто, как говорят, одним глазком посмотрим, как ведутся ремонтные работы. Ремонтные работы уже заказчики, отделочные работы заказчики выполняют своими силами и средствами. И как только это все закончится, мы обязательно приедем в гости на новоселье. Пойдемте посмотрим. Скажем так, через один дом мы построили тут еще один дом. Давайте вот посмотрим, какое расстояние, как работает сарафан. Ребят, за моей спиной вот совершенно буквально через один участок видите наш дом сип-панели с ЦСП. Вот настолько вот рядом уже строятся дома. Это вот соседи рекомендуют нас соседям, это действительно дорогого стоит. Соответственно, у нас уже на одном каком-то относительно небольшом клочке земли по 5, по 6 домов есть, и такие вот есть локации. Это действительно благодарность наша
к выбору вашему. И, соответственно, действительно, ваше доверие, наш кредит, который доверие мы получаем, это очень дорогого стоит. Низкий вам поклон. И марку мы стараемся держать, хотя действительно есть у нас тоже и замечания, есть какие-то недоделки, но не ошибается тот, кто не работает. Главное, как мы на это реагируем, это тоже хотелось бы сказать. Вот. Не такие мы розовые и пушистые, мы просто рабочая компания, которая старается. Датчики температурные стоят. В общем, каких только датчиков тут нет. Сигнализация, датчик пожарный. Теплый пол, да, у нас тут? Здесь теплый пол. Водяной, На втором этаже водяной теплый пол. На втором этаже то же самое. Только там нет, там же не бетон, там деревянное перекрытие. Мы там сделали тоже распределительные пластины положили. Ну, пол, кстати говоря, пришлось выравнивать немножко стяжку. Ну, там где-то вот так. Если там есть перепады, поэтому мы их выровняли. И все получилось. Будем испытывать в эту зиму. Посмотрим, что получится. Да, лестница что? Да, бук? Ну, лестница вяз. Бук. Вяз? Ясень, господи, наговорила. Ясень. Это ясень, да. Мне нравится вид вот это все. Да, второй свет, понятно, он всегда подкупал. Да, вот народ приходит просто вообще, они вот этому стеклу просто вообще в восторге просто многие. Приходят и просто из одного стекла, говорят, можно проект построить. Девушка находит цветок, хозяйка. Длительного счастья. Вот в кабинете получился. Вот такой. Ну хорошо здесь у меня, да. И в кабинете сам взял, да? А это сам узел, смотри, пожалуйста, как получился. Отлично. Вообще, говорю, проект, конечно, замечательный. Народ оценил уже, что это самое. Вот уже пользуется этим полностью все. Душевой, все это нормально, все работает. Маленький, а даже когда так построили, было ощущение, что ё-моё, притык, да. да? Нет, да, было ощущение, что не то, что другое. Изменилось все. А сейчас он светлый стал, не стал. Двери, да. Вот там экономия, да? Да, мы используем просто, чтобы не места тут немного. Вот. Я единственное, чтобы вот, в спальне в той чуть-чуть пошире бы сделал, сантиметров на 60. Вот так. На день, короче говоря, продукты в одну комнату. Там она 3 метра всего. И не совсем удобно. Вот здесь ширина отличная. 3,60, тут прямо хорошо. И длина, и ширина, все. А вот это вот если чуть-чуть бы пошире было, вообще бы было. Знаешь почему? Вот я открываю дверь, вот, да? Получается, что Столько, ага. что вот эта вот часть проблема, вот она, тут очень маленький проход. Пожарка. А? Пожарка. Пожарка стоит, да, стоит датчик, температурный датчик стоит, датчик утечки воды, вот пойдем посмотрим, датчик стоит. Датчик утечки. Это реально датчик утечки воды. Ну, во всех этих помещениях, где есть вода, ну, где откуда вода может пойти, мы, в принципе, поставили датчик. Не стали вообще отгораживать, да? А смысл? Зачем эти, здесь все, здесь гидроизоляция выполнена, очень хорошо сделано. Мы уже месяц тут по всему рульем, и ни капли, ничего нет. Поэтому нормально. Ну, тут еще будет есть еще мелкие работы там. Да. Клапана поставить, ну, вся тут прилетит. Гардеробная. Спальня, вход в гардеробную, Да, гардеробный да, санузел. Нет, отлично. Вот хозяйская спальня просто вообще бомба. А гардеробная может быть еще больше. Вот этот туалет, он сильно большой. Там же, в принципе, у вас в проекте было их 2. Я их объединил. Теперь сообразил, что надо было чуть хотя бы поменьше, хотя бы на пол-литра сделать. Почему? Ну, сильно большой. А вообще, конечно, проект отличный. Он внешне, когда смотришь на сайте, ну, вроде как, ну, дом, да? А когда начинаешь вникать в сам проект, начинаешь смотреть, что бы я вот тут сделал, то бы тут, начинаешь понимать, что проект действительно классный. Он 228 метров. А сейчас он по документам проходит 206. Почему? Ну вот потому что, ну реально 206, потому что нет, второй свет, а 22 метра здесь. Получается, да, второй свет, они же исключают его из жилой зоны. Ну, вот крючок поставили наверху на выход на балкон второй этаж. Вот так. Здесь вот она. Хорошая лестница. 200 килограммов держит. Между балконами.
То есть, когда если проекты делать, то может быть чуть-чуть пошире. Можно было. Но, как говорится, да, там стоит очистительная система, там стоит водовлечитель, там фильтры стоят, все такие. Все правильно. То есть вот это с точки зрения того, что мы поставили на росточки, мы сделали правильно. Не, ну понятно, у вас там были на сваях, это тоже прошло, вот, как говорится, вариант такой проходил, ну, хотелось покрепче посмотреть. Да. Ну, тут люстра большая будет висеть. Ну, пока еще не подобрали, даже не знаю, какую еще пока. Ну, хотела бы, чтобы она была отдельно. Кстати, хорошая девочка вот у вас работала. Штукатур. Они вот этот нижний зал выложили за 2 дня. Просто вообще в улет. Плиточники. Четко так работали, я просто поразился. Они вот за 2 дня выложили, так причем не напрягаясь, спокойно так, ну, я просто удивился, думаю, надо, чтобы четко работает папа. Отлично работали. Вот они выкладывали, вот это все тоже. Девочка уже такие. Это уже вкусняшки такие маленькие. Да, это уже интересно будет. Я тут тогда проблема. Ален, ну и опять вопрос вам, как главному архитектору компании «Вирмак» Республики Крым, как проект-менеджеру. Вот какие были нюансы, особенности при проектировании такого интересного дома, необычного, который действительно на многих производит неизгладимое впечатление. До сих пор люди ездят, подходят, стучатся назойливо к нашим клиентам. Они пока вежливо со всеми общаются, общительные люди, эмоционируют. Что было интересного? Архитектура, дом, может, какие-то сложности? Ну, ваши эмоции, ваше мнение. Ну, архитектура и то, что люди, они хотели, чтобы это было фундаментально, то есть они хотели именно бетонный фундамент, бетонные колонны, вот, поэтому там тоже достаточно все это, конечно, дало удорожание свое, да, но в то же время это тот визуальный результат, который получился, да, то есть он того стоит. Вот, эти огромные пролеты арок, там по 7 метров, да, то есть с шириной по 4 практически метра, то есть ну, масштабно. Конструкция там была у нас помимо панели, то есть мы именно работали с бетоном, с железобетоном. Спасибо, Ален. Ребят, прежде чем к чему-то подойти, либо написать какую-то диванную экспертизу, да, какой-то диванный перл там прям прогнать, как многие любят, прям удивляют и порой радуют и поднимают настроение. Просто не поленитесь, приехайте, посмотрите. Есть действующие площадки в Санкт-Петербурге, Краснодарский край, вся Московская область, Республика Крым, Ставрополь и так далее, и так далее. Домокомплекты по всему миру поставляем. Соответственно, посмотрите, ваше это или не ваше. То есть, если это зашло, вы постучали, посмотрели, проверили зыбкость перекрытия и так далее. Почему именно наши технологии? Просто съездите, посмотрите. Это дорого стоит, это бесплатно. То же самое экскурсии на наши заводы в любое время бесплатно, без всякой подготовки. Приезжаете и смотрите реальные серые будни работы сотрудников компании «Вирмак». Вот. А наш ролик заканчивается. Мир вашему дому и до новых встреч!